Интересная для многих тема: кто придумал водку? Откуда она появилась? Как началось ее производство? Что же это за напиток такой, который во всем мире считают исконно русскими, не представляют себе настоящего русского человека без стакана водки на столе? Слово «водка» впервые появилось в XIV-XV веке, но тогда этим словом называли крепкий настой из ягод, трав или кореньев на крепком алкоголе. Есть мнение, что некое подобие водки в X веке впервые изготовил персидский врач Ар-Разион. Также рассказывают о том, что водку изобрели арабы, но так как в мусульманских странах запрещено употребление алкоголя, то они использовали ее для производства духов и как лекарство. Торговое название водка появилось в СССР в 1936 году с принятием ГОСТа. Основу водки составляет спирт-ректификат, который производится в основном из зернового или картофельного сырья. Но последнее используется для производства водки в странах ЕС, а также в Беларуси. В нашей же стране водку производят только из зернового сырья. В Европе водка появилась еще в XIII веке, но использовалась она в качестве лекарства. В России водка впервые появилась в начале XV века. Ее привезли европейские послы в подарок Василию Темному как лекарство, нужное для смазывания ран. Массовое распространение водка получила позднее, при Иване Грозном. Немного отступлю от темы и расскажу, что раньше на Руси люди не пили крепкие алкогольные напитки, а употребляли лишь легкие слабоалкогольные, мед, пиво, ягодное вино. Все эти напитки хозяйки готовили дома и выставляли их на стол только по большим праздникам. Вот, что написал Самуил Маскевич, известный польский путешественник, о Руси того времени. Московитяне соблюдают великую трезвость, которая требует строго и от вельмож, и от народа. Негде купить ни вина, ни пива. Иные пытались скрывать бочонки с вином, искусно заделывая их в печах. Но и там виновных находили. Пьяного тотчас отводят в бражную тюрьму, нарочно для них устроенную, и только через несколько недель освобождают от нее, по чьему-либо ходатайству. Замеченного в пьянстве вторично снова сажают в тюрьму надолго, потом водят по улицам и нещадно секут кнутом, пока пьянство ему не омерзеет. Вот так. Но Иван Грозный стал насильно насаждать традицию употребления водки, действуя очень жестоко. Для чего же он это делал? Таким образом он хотел пополнить казну для освоения сибирских земель. А этот способ он счел самым действенным. Увидев в завоеванной им Казани так называемые кабаки, он понял, какую выгоду они могут принести, если ввести государственную монополию на водку. Людей в эти кабаки затаскивали силой, заставляли пить водку, которая, к тому же, была очень дорогой да и совершенно непривычной для русского человека. Домашнее производство алкогольных напитков запретили под страхом смертной казни. В общем, рано или поздно, Иван IV добился своего, Русь стала пить. А доходы царской казны расти. Однако русские люди не очень стремились заниматься продажей этого напитка. Занятие это считалось постыдным, самым последним делом. Да и пьяниц на Руси всегда презирали. С момента появления водки на Руси началось нравственное разложение народа, появилась такая болезнь, как алкогольная зависимость. Ходят слухи, что водку якобы изобрел Д. и. Менделеев, и базируется это на основании того, что его докторская диссертация называется «О соединении спирта с водой», но доподлинно известно, что Менделеев не участвовал в создании водки. По сути, его работа относится к метрологии. А в 1885 году в России начали появляться общества трезвости. Одно из таких обществ возглавлял Л.Н. Толстой. Вот, что он писал о пьянстве. Заразная болезнь захватывает все больше людей. Пьют уже женщины, девушки, дети. И богатым, и бедным представляется, что веселым нельзя иначе быть, как пьяным или полупьяным. Представляется, что лучшее средство показать свое горе или радость состоит в том, чтобы одурманиться и, лишившись человеческого достоинства, уподобиться животному. Интересно, что к концу XIX века Россия занимала предпоследнее место по количеству выпиваемого алкоголя. У нас более половины населения были трезвенники. Почти все женщины не употребляли алкоголь вовсе. А уже много позднее, во время Великой Отечественной войны в Красной армии бойцам, участвующим в боевых действиях,
ежедневно выдавалось боевые 100 грамм. Однако этот порядок неоднократно менялся, и в 1942 году 12 мая был издан приказ Наркома обороны за номер 0373. Он гласил: прекратить ежедневную выдачу всему личному составу действующей армии, установить порядок и норму выдачи водки. В соответствии с приказом была сохранена ежедневная выдача водки только бойцам передней линии, которые имели успехи в боевых действиях против фашистских захватчиков, и была увеличена норма до 200 грамм на человека. Для указанной цели водка выделялась ежемесячно в распоряжении командования фронтов и отдельных армий в размере 20% от численности войск фронта, армии. Остальным бойцам полагалось 100 грамм на революционные, общественные и полковые, день формирования части, праздники. Кстати сказать, этот закон часто использовали иностранные СМИ, чтобы опорочить русскую армию. Ходили слухи о пьяных батальонах и тому подобные выдумки. При том, что еще в те времена потребление спирта на душу населения в СССР было намного ниже, чем в европейских странах. А откуда же взялось название «водка»? В этом вопросе мнения расходятся. Возможно, из польского языка. Польская водка имеет исходный смысл с водичка, что сходно со старорусским словом водка, водичка. Но есть также мнение, что вода и водка имеют разные корни и поэтому никак не связаны друг с другом. На Руси слово «водка», также в значении спиртовой напиток, было впервые упомянуто в 1533 году. Самый ранний российский документ, где мы можем найти слово «водка», это указ Ивана IV о взыскании пошлин, вывозимых из-за моря разных вин и водок ефимками, а с сахару деньгами, по прежним указам от 4 августа 1683 года. Но еще долгое время водка называлась в государственных актах и ведомостях горячее, простое, столовое вино, пенник, полугар и самогон. Но не всегда традиция пить водку на Руси насаждалась, иногда алкоголь запрещали, вводя так называемый сухой закон. Например, в 1914 году в начале Первой мировой войны. А большевики, пришедшие к власти в 1917 году, продлили его до 1924 года. Или, например, во время правления Горбачева также был принят сухой закон. Были даже так называемые трезвые комсомольские свадьбы, где якобы отсутствовало спиртное. На самом деле спиртное на столах было, но не в бутылках, а в самоварах, чайниках. В общем, народ у нас находчивый. А знаменитые талоны на водку. А в 1936 году был принят ГОСТ, по которому чистоспиртовая смесь получила название водка. Появились водки и особые. Первые представляют собой чисто водно-спиртовую смесь, а вторые имеют незначительные ароматизированные добавки. И напоследок, в некоторых российских городах существуют музеи водки. Например, в Угличе, где в 1998 году открылся муниципальный музей истории русской водки. Известно, что Угличская земля – родина Петра Арсеньевича Смирнова, водочного короля, основателя торгового дома П.А. Смирнова в Москве в 1860 году, поставщика высочайшего двора с 1866 года. Свой музей водки в 2003 году открылся в Смоленске. Есть свои водочные музеи в Тюмени, Москве и Амстердаме. Любопытный факт: самой дорогой водкой в мире является Дива, производимая в Шотландии. Ее цена колеблется от 4000 до $1 млн. Долларов за бутылку и зависит от украшений на бутылке.